Недобро быть человеку единому, сотворим ему помощника по нему. Ну, это действительно мои мотивы, потому что это я решил сделать вовсе не для него, а для себя. Не буду себе лавры присваивать Спасителя. Я хотел задать ему вопрос, куда мы все идем. Ну, конечно, меня интересует, куда иду я, но мы все похожи, мы все люди. Вот. Потому что в каждой отдельной жизни, ну, все равно, что ты в одной комнате живешь. Сейчас ты дома, завтра ты на работе, послезавтра в гостях. А мне нужен был вот этот маршрут. Я хотел это понять, куда мы все движемся. Где этот человек сейчас? Я не знаю. Как вы не понимали слово душу, вот, в любом случае она в них живет. Да до 40-го дня, говорят христиане. Ну, как вы понимаете, я не христианин. А что значит татуировка твоя? Попытка, я скажу самое древнее значение, это инструмент для добычи огня, 2 деревяшки. И самое первое значение этого символа. Скажи, пожалуйста. Вот. По Юнгу это система координат, крест это попытка обозначить свое положение в нашем бескрайнем мире. Вот. Ну а также символ христианства, там, религии Танр и так далее. Вот. Хотя, когда я набил, я таким образом попросил помощи у Иисуса Христа. Как ты выбираешь своих детей? Вот тут скорее дети выбирают меня, если на то пошло. Так же, как у обычных детей и родителей. Ну, конечно... Ты видишь фотографию, которую набиваешь на камне, и понимаешь, что вот он, или тебе нужно увидеть тело мертвого, чтобы понять? Нет, когда работаю с портретом. Когда работаешь с портретом? Когда он начинает смотреть на меня. И все. Ну, можно сказать, что это искра, так же, как между людьми живыми. Ну, это не важно, тут живой, не живой, это некорректное понятие.
в этой ситуации. Понятно. Вот. Когда мы соединены взглядом, вот, я понимаю, что мы друг друга нашли. А с другой стороны, все в нашем мире результат случайности. Так получилось. Мне сначала казалось, что я действительно хочу помочь человеку. У него-то недоделанные дела остались, может, он это уже все и завершил. А у меня они продолжаются. И ну какие это дела, я даже сам сказать не могу. Меня иногда пугает, что мы будем жить бесконечно, пока что-то не сделаем. То, для чего нас выпустили с конвейера, скажем так. Вот. А с другой стороны, это позволяет просто расслабиться. Можно считать, что а почему бы мне не прожить там пару-тройку жизней так, как мне нравится? Абсолютным лодырем, к примеру. Вот. В Симферополе на заборе была надпись большая, такое грубое граффити, просто кистью «Потеряй смысл». Да было, помнишь? 1000 лет назад. А потом какой-то придурок поставил туда «не». Правильно. Я вот этого пацана правильно он сделал. Не потеряй смысл. Нельзя смысл Так там терять. вся жизнь говорит о том, все общество о том, что не потеряй смысл, навязывает какой-то смысл. То есть, если бы действительно это смысл был настоящий, который совпадает с тем, что заложен, я понимаю тогда не потерять. Так я не потеряю смысл, если он есть, если человек его чувствует. А когда человек вслепую бредет, лучше вообще избавиться от тех смыслов, Человек вообще которые к нам... сдохнет после этого, если он Почему? и потеряет последние свои остатки. Ну, потому что кто плавал из вас всех когда-нибудь на пенопласте? Нет.
Ну вот есть большие О, вот когда он фунь, и все. Или когда поломанный пенопласт. Тоже вот эта вот потеря смыслов идет. На 4 ты не будешь стоять, ни на 3 не будешь стоять. На 2 еще более-менее, но на 1 ты точно сможешь выстоять. А ты предлагаешь, давайте его расхерячим и переплывем куда-нибудь Не, на ну этих кусках. правильно. А почему на кусках так можно плавать научился? Если Или нет? плыть далеко, то лучше плыть с пенопластом, чем без него. Ну что, не прав, что ли? Ну с пенопластом-то лучше ведь, верно? Или хуже? Лично ты прав. Не, ну если хуже, там... Вот я плавать умею, и мне лучше с пенопластом плавать. Ты хуже плаваешь и говоришь, а мне лучше без пенопласта плавать. Это уже говорит о направленности какой-то. Правильно? Вот. Я тоже. Завеска есть. Так что готовьтесь, молодой человек. А, есть и тоже в Симферополе другая надпись простая. Тренируйтесь, уроды. Не, есть более цивильные варианты. И хватит бухать, турник там. И стрелочка во двор. Согласен. Мне Вот нравится. это хорошая вещь. Ну. Вот видите, мы можем фильтровать какие-то хорошие вещи и не очень хорошие вещи. У нас, в принципе, оно получается. Но все равно у каждого своя корона, которая перекашивает в разные стороны. В общем, путь выбирается какой-то, но потом раз, начинается крен, когда начинается самоволка. Тогда начинается крен. Корона косит. Бубенчики. Или корона, или бубенчики. Тут дело тоже такое. Ну еще косит табак и алкоголь. Согласен. И я согласен. Не, ну ты... Не, мне табак не нравится. Не, алкоголь, пиво хорошая вещь. Я бы сказал, даже здоровая. В сложных ситуациях они должны твердо знать, что могут обратиться ко мне за помощью. Они могут банально спиться или сесть на иглу, или обратиться к другому советчику. Поэтому я расставляю метки в их сознании. Я поддерживаю свой авторитет и обеспечиваю им опеку. Каждый может оступиться, а я их всего лишь поправляю. Для этого у меня есть методы. Методы простые, но они именно из-за этого эффективны. Чем нагляднее пример, тем лучше он усваивается. Я же несу за них определенную ответственность. Какую? Какую ответственность ты за них несешь? Как ты за них отвечаешь?
О, они просто мои сотрудники. Мы вместе работаем. Кто? Я же не могу их выпустить просто так в жизнь. То есть ты с ними, хочешь сказать, что общаешься довольно часто. То есть ты их контролируешь, детей надо контролировать. Это как дети, получается. Ну, все дети. Не все. Я цитирую, все мы родом из детства. Нет, Нет? все мы родом из детства, это одно. А то, что воскресить того, который уже отправился, а все равно, что человек уехал, короче, в Козипупинск какой-то, ты его раз вернул, короче, и Ну. говоришь, и даешь ему новое задание, новое направление. Уже не Козипупинск какой-то, а какой-то Грисинск там новый. Нет, ну это все равно, что человек вышел из дома такой, ах, кажется, мне что-то я забыл. А я ему говорю, да, наверное, ты свой чемодан забыл. И он, да, ну да, наверное, действительно, зачем-то же я сюда пришел. То есть он думает, что просто это его мысль была, его желание. Короче, это развлекуха А твоя. он помнит о том, что было до смерти? Они думают, что помнят. Но на самом деле их воспоминания придуманные и ровно настолько, насколько нужно. Они верят, что просто поменяли место работы, теперь они работают здесь и все. Помнят они именно то, что я рассказываю в первые минуты их пробуждения. Ну ты как это гипнотизер, короче, получаешься. Короче, мне вся это не нравится, вся вот эта вот тема, тем, что она изменение базовых вещей происходит. Поэтому я против. Ну, Что я... такое, что это? Мне тоже не нравится, только я... Только ты за. Ну я же... Мне не нравится, но я это делаю. А мне не нравится, я это не делаю и пытаюсь противостоять таким вещам. Там еще есть бутылка. Бутылка пива. Ты ж другу хочешь помочь? Да ничего там не осталось, нету. Чистенько все, нормально. Если хочешь другу помочь, Только это не помощь, если я тебе принесу бутылку. так ты не для меня, ты для людей. В моем лице много, как бы, вот ты их спасаешь по-своему, а я их по-своему. От чего? От тебя, От меня? Я их спасаю от пустоты, А а ты- ты ввергаешь их в пустоту. в смысле ты от пустоты их спасаешь? Ты ж не знаешь, что там дальше. Ты же сам сказал. А что дальше? Страшнее Я это. хочу узнать, что там дальше, потому что сам ни хера не знаю. Ты ж так говорил. Говори. Ну, получается, что я им помогаю, как бы, чтобы они второй раз в Козипупов не ездили. А ты не мог бы вместо названия Козипупов другой город какой-то? Москва. Ой, не надо. Не, ну а чё? Ну, хочешь Нью-Йорк? Нью-Дели там. Ну какой тебе город нравится? Любой. Называй. Лос-Анджелес. Лос-Анджелес. Не, самый хороший город это Детройт. Ну пусть будет Детройт, ладно. Чтоб они дважды в Детройт не ездили. Ну, если никто мне не расскажет, куда мы все идем, я не пойму, куда иду я. Ну ты же не коллега какой-то. Каждый понимает по-своему это. А зачем тебе надо, чтобы кто-то тебе что-то рассказывал? В чем проблема моя? Я не помню свою прошлую жизнь. И я, вероятно, проживу еще там 800 тысяч жизней и повторю все так же, как в первый раз. Ну, откуда ты знаешь, что ты проживешь 800 тысяч жизней? Ну, вообще-то, тяжело смириться с идеей, что ты просто исчезнешь. И не будет ничего, даже темноты. Ну ты это можешь представить? Да это представить нельзя. Так а что ты паришься, если даже представить это нельзя?
Как можно справиться над тем, что нельзя представить? Нужно только обсираться от неизвестности. А париться, мне кажется, невозможно. А ты не мог это вот задать вопрос людям по-другому? Это в 14 лет я верил, что смогу вскрыть все вены, увидеть все так, как оно на самом деле, и все изменится. Но если ты не смог в 14, ты в 18 просто понимаешь, что ты не сделаешь этого никогда. Почему? Хотя да, согласен. Да, я тоже об этом думал. Нужна помощь. Тут по-другому никак. Либо это самое. Либо становиться жестким системщиком надо, Андрюша. Другого пути нет. Давай подумай о нормальных вещах, пока еще жив. Thank you.